Замечательная девчушка, конечно, поломан цветонос. Я приняла решение не обрезать его. Для начала мы ее подремонтируем. Я уже делала так с диким котом. Я вот так беру кусочек, неважно, скотч или это будет что-то другое, пластырь. И просто цветонос закрепляю. Все-таки даю себе, как говорится, надежду на то, что этот цветонос еще поддержит цветочки. Перебинтовываем, грубо говоря. Просто перебинтовываем. Сок будет поступать, он же не сломан полностью, он просто надломан. Сок будет поступать через клетки цветоноса. И вполне вероятно, она еще нас какое-то время этим цветоносом порадует. Хотя после этих пересадок, как правило, орхидеи говорят: давай я тебе половину цветов сейчас кину. Ну ничего, это такой сорт желанный для всех. Для меня он был не такой уж и желанный, но сегодня я его нашла в магазине. Он стоил там тоже на распродаже. Белорусский, если перевести в какую-нибудь удобную для вас валюту, ну, в долларах это будет где-то около 4 долларов. Вот такая цена была этого Violet Queen. Хотя на сайтах, я смотрю, его продают там за астрономические деньги. Непонятно вообще из-за чего. Ну да, она симпатичная такая, прикольная. Ну, красивая. Мелковатая, конечно, для меня, но будем разбираться с этой красавицей, красавишной. Все сухие корешки я обрезаю. Прям на сломах. Они все равно ее питать не будут, поэтому мы их обрезаем. У нее очень много воздушных корней, и все раскупленные. Корешки вообще все растущие, замечательные. Я бы, кстати, не меняла и посадку, но корней слишком много. И они уже распирают горшок. Горшок просто вот такой стал твердый со всех сторон. Она и сюда корешки вырастила. Сейчас мы ее немножко тут будем травмировать. Этот мы обрезаем, потому что он гнилой. Вот. Жмякаем легонечко вот так горшок. И у нас ничего не выходит. Поэтому мое любимое занятие, как я говорю, ломаем горшок. Просто ломаем, вырезаем. Конечно, стараемся не повредить корешки этой принцесски королевны. И вот когда мы уже чуть-чуть горшочек разрезаем, ее становится гораздо проще достать. Но, ой, ах, у нас тут держит еще один корешок. Поэтому мы его пытаемся освободить из темницы, в которую он сам себя загнал. И не жалко этих горшков по одной простой причине. Они ни о чем вообще, эти горшки. Да, мы повредили немножко корешок. Но я думаю, она это переживет, так как у нее огромное количество корней. Цвет листьев бледный. Видно, что она недополучала света. Этот вообще какой-то весь черный лист и липкий. В чем он? В какой-то... Прямо липнет к руке. Хотя я уже помыла его. И это, вы знаете что? Это как смола. Это просто как смола. Поэтому я его просто удаляю. Не нравится мне этот лист. Какой-то смоляной. Вот. Все остатки от этого листа тоже удаляем. А под ним лезет еще один цветонос. Вот как-то так. Очень благодарна мультифлорке, я их очень люблю. Как-то в основном девушки любят крупноцветковые орхидеи. Большущие, длинные, у которых цветоносы по 90 сантиметров. Честно, ну, у меня нет столько места в квартире, чтобы ставить по метру орхидеи. Ну, вот реально нету. Я могу поставить на подоконнике, но сколько я там поставлю? Там много не поместится. А на полках такая высота не помещается, только на верхней. Это, во-первых. Во-вторых, как кому, а я не считаю, что крупноцветковая орхидея гораздо красивее, чем мультифлора.
Вот, поэтому, ну, это на вкус и цвет, как говорится. Я, между прочим, сейчас мечтаю о каменной розе. Я ее очень давно ищу, но те варианты, которые мне предлагали, не в таком плачевном состоянии. Честно, не хочется платить состояние за орхидею, которая у тебя погибнет через там буквально короткое время. Поэтому я решила повременить. Я думаю, моя каменная роза ко мне еще обязательно попадет. Вот. Этот вот маленький фласочный тоже удаляем. Все фласочные удаляю, чтобы их не заглубливать в землю. Не в землю, а в грунт. Корешки у нее раскупленные. Листика нового нет, но она цветет, не забываем. И она может дать мне сейчас высказать свой фи. Сказать, я не хочу у тебя больше цвести. Давайте я скину сейчас все цветы, засушу цветонос. Там еще что-нибудь я сделаю. Ну, в общем, это может сделать орхидейка, но я думаю, мы предложим завтра такой грунт, от которого она не сможет отказаться. Еще и рада будет, что к нам попала. Поэтому как-то так. В общем, такая вот богатая корневая у нее. Растущая корневая. Все раскуклено, все хорошо. У нее на данный момент осталось 5 листов. Из них 4 мы удалили. Маленькие, фласочные, липкие, какие-то непонятные листы. Вредителей я у нее не вижу. Единственное, что мне очень не нравится, но я думаю, что это все-таки ее придавили чем-то. На листике пятнышко, и оно просвечивается. Это, скорее всего, механическое повреждение. В общем, такая вся перебинтованная, перевязанная, с бинтами на шее, как говорится. Ее мы тоже будем сажать вот в такое кашпо. Но это будет завтра. Сегодня все они отдыхают. Я их распотрошила, они будут отдыхать. Хотелось бы добавить небольшую информацию, которую я сама буквально недавно для себя открыла. Сейчас, секундочку, не могу эту Violet Queen никуда поставить. Так вот, открыла для себя, скажем так, открыла новую какую-то Европу. Я проварила кору. Кстати, покупную кору я тоже стала проваривать, потому что все чаще и чаще я стала замечать, что когда посадишь цветы, обязательно заводится какая-то мошкара. То есть какие-то все-таки там яйца, наверное, вот этих вот мошек есть. Я стала проваривать кору с лавровым листом. Все, ничего не заводится. И в остальные орхидеи я когда-то на рынке покупала лавровый лист такими ветками, кустами. Так вот, вот эти вот листики обрываю, суп, борщ, там еще что-то, картошка, добавляю в пищу. А вот эти палочки, которые остаются от лаврового листа, я их мелко-мелко крошу и добавляю в грунт. Ребята, ничего не заводится. Я не знаю, я вот так вот избавилась от мошкары. Ничего не помогало, ни мухоед, ни актара, ничего. Периодически все равно мошкара появлялась. Как только я стала добавлять либо размельченный лавровый лист, либо кипятить грунт с лавровым листом, либо стала добавлять палочки лаврового листа, никакой мушкары не стало. Я не знаю, это волшебство или что, но, по крайней мере, мне это очень здорово помогает. На самом деле. Попробуйте, может, и вам это поможет, вашим растениям. Ну, и более того, когда варишь эту кору, провариваешь с лавровым листом, пахнет просто дубовой бочкой. Это очень приятный аромат. И кора реально становится такая вот ароматная. Всем добра, всем здоровья, всем мира. Завтра обязательно покажу, как я буду пересаживать этих 3 девочек.